Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 16 по 22 февраля. Давайте мы посмотрим, что же происходит в вашей жизни в этот отрезок времени и с какими событиями вы столкнетесь, Козероги. Да, неделя с 16 по 22 февраля. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный. Надеюсь, тем не менее, что большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите в ваших комментариях, насколько это видео вам подошло. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Я буду также рада новым зрителям и новым подписчикам. Я, как обычно, в этом раскладе использую две колоды. У нас первая колода основная, вторая колода для уточнений, для разъяснений основной карты. Такая теневая колода. Давайте посмотрим, какие сочетания у вас, соответственно, выпадут на каждый день недели. Какие карты у вас выпадут с 16 по 22 февраля. Итак, знак Козерог. Что ожидает Козерогов в этот период времени? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас, которая есть, это карта Солнца. Просто потрясающая карта. Карта радости, карта процветания и счастья. И здесь же она выпадает с королевой мечей. То есть вы можете здесь испытывать какие-то радостные эмоции, потому что у вас удаются какие-то вещи, касающиеся вашей работы. Вы можете контролировать то, что вы делаете в плане работы. Вы чувствуете, что вы справляетесь со своими задачами, что вы здесь как-то растете там в плане карьеры своей, допустим. Потому что королева мечей, она такая карьеристка. Она очень внимательная, очень проницательная, какая-то такая, к деталям, очень внимательная. И все свои рабочие моменты она, скорее всего, очень ответственно, четко выполняет. По карте Солнца вы здесь можете радоваться тому, что вам вот все удается делать, действительно. Также карта Солнца — это ясность видения ситуации. Королева мечей — это та, которая говорит правду. То есть вы можете здесь, благодаря тому, что вы говорите правду кому-то, вносить ясность в какие-то дела, вопросы, которые в вашей жизни здесь происходят. Также вы можете благодаря чьей-то прямоте, прямолинейности, честности узнавать какую-то информацию, она тоже даст вам ясность, даст понимание по Солнцу, как Солнце, когда выходит, да, и освещает все вокруг, и у вас понимание происходит, что вот как оно все выглядит на самом деле. Также вы можете здесь и общаться с каким-нибудь воздушным знаком зодиака, который говорит вам то, что он думает. Четко, прямо, прямолинейно, может быть, высказывает какую-то свою идею, свою точку зрения. Для вас это тоже будет каким-то своего рода прояснением ситуации. Дальше идет пятерка мечей во вторник. И вот пятерка мечей, она все-таки о, знаете, каких-то неприятностях вместе с двойкой мечей, что-то разрывающее на части ваше сознание, когда вы понимаете, что вот что-то не ладится, не идет так, как вам бы хотелось. Может быть, вы сталкиваетесь с какой-то неприятностью, здесь неудачей, или вы думаете, что вы в чем-то можете потерпеть поражение, и вам, соответственно, боязно и страшно, и как люди окружающие к этому отнесутся, как они это воспримут, будут ли они потом критиковать. То есть здесь есть какие-то переживания, возможно, связанные. Это может быть рабочие какие-то ситуации или в отношениях. Но вот по двойке мечей вы как будто закрываетесь в себя, заглядываете внутрь себя. Здесь у нее завязаны глаза. И у вас есть несколько вариантов, но вы стараетесь здесь не делать резких движений. Может быть, сдерживаете свои эмоции, стараетесь не торопиться в принятии решений, стараетесь не высказывать то, что вы думаете окружающим людям, чтобы не порушить как-то окончательно отношения или как-то не поссориться с кем-то. То есть вы здесь можете вот испытывать какие-то сложности определенные вот такого плана во вторник. А в среду выпадает тройка жезлов, и тройка жезлов — это обычно карта, которая говорит о планах там рабочих, каких-то перспективах, которые у вас есть там касаемо вашего будущего, которое вы строите себе, вы себе поставили цели определенные, хотите их достичь. И по восьмерке жезлов здесь может быть хороший рывок, прогресс в достижении ваших целей, когда вот у вас прям хороший такой есть прорыв в вашей работе, в ваших делах, когда вы можете находить каких-то людей,
которые будут вам помогать и будут вас поддерживать. Может быть, это новые друзья какие-то, которые вам помогают, или какие-то компаньоны, какие-то здесь такие вот вещи. Может быть, вы какую-то информацию здесь узнаете по 8 жезлов, там в переписке, в общении с кем-то, и это опять-таки для вас будет таким подспорьем, помощью по 3 жезлов. Но в целом здесь достаточно хорошая карта, особенно для работы. Дальше идет Паж Пентаклей, он такой трудяга, да, который готов учиться, который готов совершенствовать свои навыки, может быть, готов здесь как-то проявлять много усердия, много настойчивости в том, что он делает. И по Пажу Пентаклей вы действительно, может быть, очень усердны в каких-то ваших делах. Вместе с Пажом Мечей вы можете изучать какие-то шансы или возможности, которые вам даются, можете пытаться прояснить какие-то вопросы. Соответственно, может быть, какие-то шансы, которые у вас возникают, вы думаете, насколько они реальны, вы рассматриваете эти варианты, вы стараетесь их как-то прояснить, да, разобраться в них лучше. Думаете, решительно ли их принимать или решительно от них отказаться, отвергнуть. То есть вы здесь стараетесь быть честными в первую очередь перед собой, и те возможности, которые к вам стучатся в дверь, как будто бы заявляют о себе, вы их рассматриваете и очень пристально, так придирчиво к ним относитесь. Здесь может быть что-то связанное с земным, как вы, знаком, а может быть с воздушным все-таки. Здесь весы, близнецы или водолеи также выпадают. И дальше идет карта Туза мечей. Решительные действия, решение какой-то проблемы или найти выход из какой-то ситуации, которая у вас может здесь возникать по Тузу мечей. И вместе с картой мира вы как будто бы мирно решите какой-то вопрос, вы решите какую-то проблему, приведете к ее завершению, освободите себя от каких-то здесь тревог, или, может быть, вы сможете здесь выполнить какую-то задачу, какую-то работу и почувствовать, что вот, да, ощущение триумфа от этого достижения, соответственно. Вы можете здесь повести себя решительно касаемо того, чтобы закрыть какую-то тему или какой-то вопрос, который вам больше не интересен. Может быть, освободить себя от каких-то переживаний, которые у вас были долгое время, и завершить что-то, что вам уже, допустим, надоело. И вот вы считаете, что вы таким образом себя от этого освобождаете. Может быть, какое-то решение касаемо мира, поездки по миру или какого-то вот, да, передвижения. Мир. Мир — это в целом что-то связанное с миром, с какой-то поездкой. Или с кем-то, кто на расстоянии от вас находится. Кстати, может быть, знака Стрелец, потому что карта Мир. Хотя в целом это не карта Стрельца, да, я просто часто ее ассоциирую с таким человеком такого знака. Дальше идет 8 мечей, карта переживаний. Вот у вас она выпадает на субботу, какие-то тревоги, переживания, 4 чаш, вы опять начинаете сомневаться, думаете, а действительно ли довольствоваться нужно тем, что есть сейчас? Может быть, нужно использовать какую-то возможность, которая дается, может быть, это хороший шанс, да, но при этом есть и опасения. А точно ли мне это нужно делать? А точно ли я заслуживаю там этого шанса? И точно он не несет мне ничего негативного? То есть есть какая-то неуверенность здесь в себе и какая-то апатия из-за того, что вот вам не нравится то, что есть у вас сейчас в субботу, да, и вы накручиваете себя по 8 мечей, что так будет продолжаться и дальше. Может быть, имеет смысл какое-то хорошее предложение принять, но тут же вы сомневаетесь, действительно ли это хорошая идея. Дальше идет карта 10 кубков, карта радостного семейства, такого ощущения счастья, благополучия. И по 9 кубков также ощущение достатка и вот в целом какого-то празднования. Может быть, вы что-то отмечаете с близкими, может быть, вас куда-то приглашают, или по 9 кубков у вас в целом радостные какие-то здесь события, потому что вот вы чувствуете достаток, вы чувствуете здесь излишество в чем-то и можете себя чем-то побаловать. Вы чувствуете себя успешным человеком здесь также, который может себе многое позволить, соответственно, по этой карте. И здесь ощущение праздника поэтому ощущается. Или вы рады за что-то, что происходит в вашей семье, там, за вашего близкого человека, допустим, могут быть какие-то радостные события с таким человеком связанные. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для козерогов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.